Как вы знаете, в ночь с 24 на 25 ноября более 12 часов продолжалась операция по поиску и спасению российского пилота, бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем на территории Сирии. Все подробности этой операции по понятным причинам мы озвучить не можем, однако хочу подчеркнуть, кроме нашей группы поиска, в данном районе также активно вели охоту за российским пилотом боевики и еще ряд других подразделений, оснащенных современным специальным оборудованием для пеленга. Как только наш летчик оказался в безопасности, по указанному району наносились массированные удары российскими бомбардировщиками и реактивной артиллерией сирийских правительственных войск в течение длительного времени. Действующие в этом районе террористы и другие таинственные группы были уничтожены. В результате многократного нанесения российской авиации ударов по боевикам вы на данной картинке можете видеть, как наносился удар в районе, где упал бомбардировщик Су-24, сбитый турецким истребителем. Вы видите, в начале удары наносились массированные в течение длительного времени российской авиацией. После того, как были уничтожены опорные пункты боевиков в данном районе и базовые лагеря, был нанесен удар артиллерии реактивной сирийских правительственных войск. В результате многократного нанесения российской авиации ударов по боевикам сирийские правительственные войска взяли под полный контроль горные районы на севере провинции Латакия, тем самым полностью перекрыв трансграничную поставку вооружения, боеприпасов и других материального имущества террористам в этой провинции. Более того, в других районах на севере Сирии наша авиация контролирует все основные пути доставки оружия, боеприпасов и материальных средств боевикам террористических группировок ИГИЛ. Вчера российский военный атташе в Турции посетил Генеральный штаб турецких вооруженных сил, чтобы получить материалы, якобы имевших место аудиопереговоров 23 ноября экипажа турецкого истребителя F-16 с пилотами российского бомбардировщика Су-24. Нашему военному представителю было доведено о невозможности передачи каких-либо материалов, касающихся атаки 23 ноября турецким истребителем F-16 российского самолета. Более того, представители турецкого генерального штаба сообщили, что какие-либо подобные материалы в СМИ они не распространяли. В таком случае это еще одно подтверждение того, что появившиеся сегодня в отдельных СМИ некие аудиозаписи переговоров турецких пилотов с нашим экипажем привычная фальшивка. Опять же, ссылаются на обезличенные источники или прочих радиолюбителей. Вбросом является и сообщение в отдельных зарубежных СМИ о якобы уничтожении российскими самолетами в районе пограничного перехода Баб-аль-Салам колонны грузовиков гуманитарного конвоя из Турции. Хочу обратить ваше внимание, что на распространенных в сети интернет фотографиях и видеоматериалах с места событий, во-первых, отсутствуют какие-либо воронки от разрыва боеприпасов. Во-вторых, нет никаких осколков, которыми должны были быть посещены все грузовики в результате обстрела или бомбежки. И, наконец, нет никаких остатков самих боеприпасов. Поэтому рекомендуем в следующий раз загоревшийся конвой грузовиков с боеприпасами для боевиков, действующих в Северной Алеппо, не выдавать за гуманитарную помощь. Кстати, раньше турецкая сторона о направлении в этот район какого-либо гуманитарного конвоя никому не сообщала, не говоря уже о том, что любой гуманитарный конвой специально маркируется. Сегодня, в соответствии с ранее принятым решением, прерваны все действующие каналы взаимодействия между Минобороны России и вооруженными силами Турции. Это касается не только так называемой горячей линии, которая была развернута для исключения возможных инцидентов в воздухе в ходе уничтожения объектов террористической инфраструктуры в Сирии. Также был отозван представитель российского военно-морского флота, находившийся в Турции для координации действий Черноморского флота
и турецких военно-морских сил. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России сегодня на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии был оперативно доставлен, развернут и уже заступил на боевое дежурство по прикрытию района зенитно-ракетный комплекс С-400. В кадре с авиабазы Хмеймим вы видите разворачивание комплекса С-400, видите на данном экране. Удивляет реакция на эти действия американской стороны. В частности, в посольстве США в Москве заявили, цитирую, переброска этих систем еще больше осложнит и без того тяжелую ситуацию в небе над Сирией. Ну что тут сказать? До вторника мы в целом разделяли это мнение, будучи уверенными, что наши самолеты, уничтожающие объекты ИГИЛ, гарантированы от атак со стороны возглавляемой Соединенными Штатами Америки, так называемой антиигиловской коалиции. Теперь мы будем обеспечивать безопасность самолетов нашей авиагруппы при действиях против террористов ИГИЛ и других террористических группировок без более надежных способов. Также напомню, что с 10:00 25 ноября гвардейский ракетный крейсер «Москва» занял назначенный район прибрежной части Латакии и приступил к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне нашей авиабазы. Теперь о других результатах действий нашей авиагруппы. За прошедшие 3 суток российская авиагруппа продолжала активно вести разведку целей и наносить удары по отдельным объектам террористических группировок, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. В период с 23 по 26 ноября самолеты Воздушно-космических сил России выполнили 134 боевых вылета по 449 объектам в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Рака и Дер-эз-Зор. В окрестностях населенного пункта Эль-Каритирьян, провинция Хомс, бомбардировщиком Су-34 уничтожен заглубленный склад боеприпасов в формировании ИГИЛ. Прямым попаданием авиабомбы ОФАП-250-270 и в результате детонации взрывчатых веществ склад был полностью уничтожен. В окрестностях населенного пункта Зайтан, это провинция Идлиб, звеном штурмовиков Су-25 нанесен удар по скоплению боевиков группировки Джибхат ан-Нусра. В результате прямых попаданий авиационных бомб уничтожен танк, 2 бронемашины и 3 автомобиля с установленными на них минометами. Противник понес значительные потери и в живой силе. Российская авиация продолжает наносить удары по объектам нефтепереработки на территориях подконтрольным террористическим организациям ИГИЛ. Так, 24 ноября бомбардировщикам Су-34 нанесен удар по колоннам автомобилей, наливников и объектам переработки и хранения нефтепродуктов в районе нефтеносных полей на севере и востоке Сирии в провинциях Дер-эз-Зор и Рака. По имеющимся данным, блокированные в районе населенных пунктов Тель-Бисса и Эрастан, провинция Хомс, формирование исламистов продолжают нести потери в результате ударов нашей авиации. На направлении Пхин, Эль-Каритьян и боевики отошли на 4-6 километров. Сегодня мы в очередной раз наглядно с использованием данных объективного видеоконтроля демонстрируем результаты боевой работы нашей авиации по объектам террористов. На первом видеоролике вы видите данные объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов, применение самолетов Су-34, нанесение ударов по одному из объектов нефтехранилища в районе населенного пункта Рак. Видеокадры демонстрируют точное попадание авиабомб, сброшенных бомбардировщиком Су-34 по резервуарам с нефтью. В результате попаданий, как вы видите, пожар на нефтехранилище, в результате чего объект полностью уничтожен. На следующем видеоролике вы видите нанесение удара бомбардировщиком Су-34 по нефтеузлу террористической группировки ИГИЛ, расположенной в юго-восточном населенном пункте Рака. Вы видите, что в результате точного попадания уничтожены цистерны с нефтепродуктами. В результате применения авиабомбы, сброшенный бомбардировщиком Су-34, нефтеузел террористов полностью уничтожен. На следующем видео объективного контроля с беспилотников
вы видите нанесение удара самолетом Су-25 по хорошо укрепленному объекту боевиков, который находился в районе населенного пункта Дамаск. Вы видите, что данный объект хорошо инженерно оборудован. На данном объекте находился склад боеприпасов и вооружения боевиков, действующих на данной позиции. Данный объект — это пункт управления узла связи, и здесь находились блиндажи, в которых укрывались террористы. В результате точного применения самолетов Су-25 вначале был уничтожен склад с боеприпасами. Вы видите, в результате точного попадания детонировали боеприпасы, в результате склад был полностью уничтожен. Второй удар сразу же был нанесен по пункту управления узлу связи, и впоследствии третьим ударом были уничтожены блиндажи, в которых находились боевики. В результате точного попадания объект полностью уничтожен. На следующем данных объективного видеоконтроля вы видите нанесение удара самолета Су-34 по одному из объектов террористов в районе населенного пункта Рак. На данном объекте осуществлялась отгрузка нефтепродуктов в автоцистерны для дальнейшей транспортировки и к местам переработки. Вы видите вот эти капониры, которые загонялись в большегрузные наливники и которые, соответственно, перекачивалась нефть. В результате точного попадания, как вы видите, объект полностью уничтожен. В частности, уничтожена станция перекачки нефти, при помощи которой осуществлялась запитка нефтеналивников. Следующие данные видеоконтроля. Вы видите нанесение удара российской авиации самолетами Су-34 по одному из базовых лагерей боевиков в районе населенного пункта Рак. Удар самолета Су-34, объект был полностью уничтожен. Вы видите нанесение удара по местам размещения боевиков и, соответственно, по крупному складу горюче-смазочных материалов. В результате точного попадания пожара на объекте, объект полностью со всем его содержимым был уничтожен.